А мне товарищ говорит, ну, я работал на монтаже на практике на Чернобыльской атомной станции в ЮТЭМе. Поехали, съездим, а оттуда пойдем уже в армию. Ну, в общем, он меня так вот как бы уговорил, или я поддался его уговорам. И мы поехали сюда, в ЮТЭМ. Монтаж – хорошая школа. Так что мне это все пригодилось на всю жизнь. Ну, работа, например, с ключами, с кувалдами, с измерительными приборами, сварка, газорезка. Хорошая практика, да? Да, это хорошая практика. Вот. Ну, поработав, я был в бригаде интересного такого человека, работал Пеннера Виктора Васильевича. Вот. С интересной судьбой. Он рассказывал, что в 50-х годах, ну, я точно не помню, где-то 56-й или где-то так, проходил службу морфлот, Северный морфлот. Вот, как раз в это время проходили испытания атомного оружия на Новой Земле. Вот, а он был в команде там то ли баржа, то ли какой, ну, в общем, будем говорить, что теплоход. Вот, и когда это случилось, что из команды он единственный остался жив. Вот, его спасли, там потом долго лечили, и потом КГБ его долго допрашивало и вообще выясняло, каким образом он остался жив. Ну, очевидно, это тоже... Здесь, наверное, не столько вина его была, а столько было интересно, вот как спастись, например, от того же ионизирующего излучения, от взрывной волны, от светового излучения, от вспышки. Я еще успел перед армией принять участие в пусконаладочных работах. Кстати, проходил службу в Житомире в Высшем училище радиоэлектроники ПВО. И тогда я уже наметил, что я вернусь на Чернобыльскую атомную станцию, именно на эксплуатацию, в дирекцию. Вот. Ну так и получилось. Такое ощущение, что я как будто выйду на работу принимать смену. Что изменилось с тех пор? Ну, может быть, пол поменяли. Так. Как сейчас помню, мой номер табельный 0615. По нему можно вычислить все. И доза облучения, и мою зарплату, и когда я работал, где и сколько.
Ну, давайте тогда медленно пододвигаемся к событиям той ночи. Вот, пришли вы, началась смена. Как вы почувствовали, что что-то произошло? Ну, на работу мы, как правило, приходили заблаговременно, чтобы перед работой сделать обход оборудования. И уже где-то, например, в 11:20, да, уже на блоке переоделся. Я ходил, смотрел оборудование выборочно, но обязательно проходил главное циркуляционные насосы и из другого насосно-теплообменного оборудования выборочно что-то. И потом мы все приходим на наш щит ЩРО, щит реакторного отделения. Поднимался, как будто бы вчера. Здесь, на этом щите, была и операторская, операторов ГЦН третьего блока. Здесь у нас находился просто стол, журнал оперативный был. Ну вот, к сожалению, в таком оно сейчас вот состоянии. Где-то в 23:45 я позвонил старшему инженеру-механику Ювченко Александру, доложил, что у меня замечаний нет по работе оборудования. Я просто как-то слышал там по разговорам с другими там операторами, да, что 4-й блок там будет идти на остановку или уже должен был остановиться. То есть, когда мы шли на смену, мы этого не знали. Ну, если 4-й блок должен у вас был останавливаться, значит, на 3-м блоке, на нашем, в это время никаких работ там предвидеться просто серьезных не могло. Поэтому все было обычно, обыденно, как всегда. И ровно в 00 здесь радио размещалось. Ну, то есть громкоговоритель, очевидно, там где-то висел. Вот, прозвучала команда смену сдать и смену принять. По принятым у нас на смене как бы негласным правилам мы принимаем смены и минут через 10, 15, 20, в зависимости от загруженности, начальник смены цеха, который на блочном располагается, и СИМ, старший инженер-механик, к нам приходили, мы пили чай, поговорили еще раз об оборудовании. Валерий Иванович оповестил, что на 4-м блоке блок будет идти на остановку, но перед остановкой будет проводиться эксперимент. Эта работа уже не ваша, это работа Валерия Ходимчука с его операторами. Перевозченко Валерий Иванович, в связи с тем, что у нас не было такой большой работы, нас попросил что-то подкрасить, там какую-то ерунду, то есть мелочевку, чем мы занимались там регулярно, но краска находилась в центральном зале 4-го блока. И за ней нужно было туда сходить, то есть нужно было подняться в то место, где топливо там висело. И где-то минут без 10 час я с Ювченко Александром пошли в его помещение 412, чтобы посмотреть, есть ли у него там кисти или нет. Потом краска там в центральном зале, а кисти тоже нужны были. Посидели там, поговорили, и я предложил там: Саша, давай покурим. Вот, пока мы наверное, не докурили еще полностью. Вот, раздался гул. Этот гул напоминал срабатывание главных паровых клапанов ГПК. Тут же я сразу подумал, что-то очень громко как-то вот. И через несколько секунд именно раздался взрыв. Погас свет, потом включился аварийный, но тоже ненадолго. Пыль, грохот, пар, взрывной волной. Вот эту дверь, мне кажется, что она раньше была не металлическая. Может, ее потом сделали металлическую, новую вообще дверь. Ее снесло взрывной волной, она слетела с петель. И какие мысли сразу? Естественно, что случилось, что случилось.
Мы выбежали, вернее, из этого помещения 412. Куда дальше идти? Дальше идти логичнее было мне на свой щит, щит реакторного отделения, а Саша Юпченко на блочный щит. Но здесь была такая пылевая завеса с паром, что буквально ничего не было видно. Вот, ничего не было видно. Потом я долго как-то задумался и с Сашей разговаривали. Вот что такое сигарета для нас тогда была. Значит, я прослеживаю свой путь, где бы я был. Либо я шел через помещение 402, это помещение ГЦН, то есть то помещение, которое половину рухнуло. Либо я был в лифте, который оборвался. Но если бы я находился в центральном зале, то, наверное, сами догадываетесь, что бы было тогда со мной. Вот так. Не знаю, что такое сигарета. Может быть, ирония судьбы. А может быть, мой ангел-хранитель. У нас в тот момент фонариков с собой не было, респираторов с собой не было. Вот мы как вот были вот в белом, вот, как сейчас, да, даже перчаток не было у нас на руках. Вот. И мы осторожно пошли вниз, очень осторожно, глядя вверх, чтобы, не дай бог, ничего на голову нам не свалилось. Вот мы с Сашей так шли осторожно, осторожно, потому что тут уже вот с этой пылью чего-то наметало столько, кроме пыли, еще обломки там. Мы добежали вниз до транспортного коридора. Вот это выход в транспортный коридор третьего блока. Здесь стена, не метр, наверное, там 70-80 сантиметров. Вот мы с Сашей вот аккуратненько встали в этот дверной проем. А Саша Юпченко, он же под 2 метра ростом. Вот он так как-то согнулся, я, может, и стоял там в рост. И мы начали аккуратно выглядывать, чтобы опять на голову ничего не свалилось. Вот, постояли, посмотрели. В принципе, здесь, в транспортном коридоре третьего блока, было тихо, сухо и как бы спокойно. И убедившись, что здесь все нормально, и мы осторожно пошли вверх. И когда мы добежали уже опять до 12-й отметки, то в пыли и в пару мы увидели, что какой-то фонарь мелькает, и еле, какой-то шум еще же продолжался. И еле услышно чьи-то голоса. Когда мы пошли им навстречу, то мы увидели, что там старший оператор химцеха Гробовский Сергей и его оператор Хандрас. У них был фонарик, они пытались там светить и что-то смотреть, но была такая вот завеса пыли и пара, что ничего не было видно. В общем, и они не знали, что там случилось, и мы не знали, что там случилось. Вот. Мы вернулись опять в свое помещение, вернее, помещение 412 СИМа. Он начал звонить там куда-то, но телефонная связь уже не работала. Саша Юпченко побрел аккуратно по стенке на блочный щит 3, а я пошел сюда-то в 523 в операторскую ГЦН. Мои операторы Москаленко Александр и Евдоченко Владимир Леонидович были на месте. Я, сразу что им сказал? Это одеть лепестки, и без команды никуда не ходить. Они меня спрашивали, что случилось. Я, естественно, там не знал, что случилось. Что мы тогда решили, что ввиду того, что что-то произошло непонятное, нужно сделать обход работающего нашего оборудования, потому что наши ГЦН не прекращали работать, и оборудование тоже было работать. Евдоченко Владимир Леонидович пошел ГЦН осматривать, и другой оператор Москаленко Александр пошел другое насосное оборудование осматривать.
спустились на нулевую отметку блока В. Мы идем в помещение оборудования промконтура 034, третьего блока. Сюда в ту ночь спускался оператор Евдоченко Владимир Леонидович. Вот. Он раз в один пошел, посмотрел, здесь уже была вода. И нельзя было подойти к 034. Поэтому он пришел, одел сапоги и уже в сапогах ходил, осматривал оборудование. Вот, раз, два, три. Это насосы промконтура. Это те насосы, которые работают в нормальном режиме эксплуатации. И вот это вот 3 насоса, раз, два, три. Это НПРы. Это НПРы, значит, насос промконтура, насос расхолаживания. У нас на щите реакторного отделения был прибор, по которому можно было замерить уровень бета, загрязненности. Просто на него там становишься, да, там датчики, где ноги стоят, детекторы, и руки, и еще такой переносной, можно было себя включить. Вот когда я включил этот прибор, то детекторы светились синеньким, сине-красно-желтым огоньком, мерцали и потрескивали. И здесь, вот, судя по опыту своей работы, и когда идешь замерять с дозиметристами в то или другое помещение, мы их приглашаем, вызываем, например, мы будем работать здесь, нужно измерить уровень загрязнения там, или гамма-фона, и чтобы они нам вычислили и сказали разрешенное время работы. Это не более дневной дозы в нормальных условиях. Вот. И если большой фон, высокий гамма-фон, то эти детекторы начинали светиться. Но я никогда не слышал, чтобы они еще и потрескивали. То есть, глядя на свой прибор, я понял, что уровень гамма-фона повышенный. Но насколько он повышенный, определить было невозможно, потому что он не показывающий. Дальше поступила, значит, команда от начальника цеха, перевозчика, что нужно закрыть арматуру, которая подавала сжатый воздух. Сжатый воздух — это 6 килограмм на 4-й блок. Потому что там коммуникации были порваны, и сжатый воздух просто ходил. Задвижка сжатого воздуха располагалась вот здесь, может быть, вот там как-то вот такой уткой была она. Задвижку я перекрыл, вот. А вот здесь был проем, который именно вот на 4-й блок вход был, в помещение ГЦН 4-го блока. Перед этим проемом там какое-то было нагромождение бетона, что-то, то ли трубопроводов, что-то ввиду того, что освещение было очень-очень слабое, и у меня-то был на тот момент уже фонарик взял. Невозможно было понять, то ли это короба висели, то ли короба вентиляционные, то ли короба, в которых проложены электрические кабели. И что я здесь увидел? Среди этих обломков и нагромождения непонятно чего, я увидел тут Геннадия Русановского. Выражение лица у него было, не то, что испуганное, растерянное. В общем, человек был просто в шоке. И при всем при том, он держал руки перед собой, и вот так им тряс. И все время повторял: там остался Валера Ходимчук, там остался Валера Ходимчук. Я ему начал объяснять, что Гена, туда невозможно попасть. Ты видишь, прямо за проемом, ввиду того, что тут еще все завалено было, а за проемом сразу провал был 208-е помещение. Теперь на этом месте сейчас обелиск Валерия Ходимчук.
Значит, Геннадия Русановского, видя его состояние, какое он, и видно, что с руками ненормально, и по лицу, по выражению лица, я его как бы там, ну, отвел в сторону, и это самое, и сказал: так, Гена, тебе туда нельзя, на блочный щит. Вот он пошел, и там его потом дальше направили уже в медсанчасть. Потом смотрите, что я в этом еще вот проеме увидел, что вот сверху, да, я вот когда заглянул в это помещение, вот стоят ГЦНы в ряд, сверху было открытое небо, стенки, вот, которые, ну, крайняя стенка, ну, как, ну, бетонная, там, плиты. Это потом я уже понял, что это были плиты. Ее просто она разрушилась, снесло, и ГЦНы были под открытым небом. То есть не было этой стены, не было перекрытия. Вот. А по этой стенке, где барабан-сепаратор, отсюда вот стекала вода, искрилась. И было такое ощущение, что вода, она как бы светилась. Я еще посмотрел, ну, ночь, темно. Откуда подсветка? Подсветки, вот специально смотрел, откуда подсветка, подсветки не нашел. Вода льется, и как, пусть это как вот лунный свет какой-то, вот оно вот светится, и вот такой был эффект. После того, как я Геннадия Русановского отправил в БЩУ-3, я пошел на щит ВСРО. Здесь располагался, тогда был старший оператор Туровец Владимир Васильевич. И у него оператор был, вот фамилию забыл, его Анатолий звали. И вот они мне говорят: пошли, мы тебе что покажем. Мы вышли из двери отсюда, мы сейчас не будем выходить, потому что там стенка, все заложено. И повели меня в сторону 4-го блока, по этой же отметке, по-моему, на 12,5. Вот, там было окно, которое, ну, лестничный марш, а окно на улице было. Окно было там выбито. Вот. Они меня подвели к окну и говорят: смотри. И под ногами вот это 0,20 помещение, гидробаллонное САОР. То есть там гидробаллонный САОР, которое в объеме, по-моему, там 25 кубов, да, они просто валялись вот как карандаши. Вот первое ощущение, которое у меня сложили, вот взять вот пачку карандашей, вот так вот бросить, ну, то есть вот, напоминало прям как Армагеддон какой-то. Когда я очередной раз там шел к себе на блок, вот тут я почувствовал запах графита. Я присутствовал на курировании графитной кладки 3-го блока, 3-го реактора, будем говорить. И вот когда графита очень много, когда спускаешься в реакторное пространство, а здесь графит, то для меня это был сладковато-приторный запах, который мне запомнился надолго. Так вот, тогда вот ночью я почувствовал запах графита. И еще раз вот я подумал: боже мой, неужели это в самом деле графит? Так, в 2 часа ночи операторы сделали очередной обход, доложили, что оборудование 3-го блока работает исправно, нормально, все без проблем. И после этого мы с Сашей Ювченко пошли на 4-й блок искать Валерия Ходимчука, потому что поступила команда, что нужно искать, потому что он не обнаружен. И вот мы с ним взяли фонарики и пошли на 4-й блок искать. Ни он еще туда не ходил, на 4-й блок, ни я не ходил. Вот мы по этой тропе прошли с ним первое. Вот там мы были, наша операторская, мы с Сашей выходим сюда и идем в сторону 4-го блока. Вот за этой дверью. Вот за этой дверью начинается блок В. И далее прямо
Значит, начинается вот точно такое же 402 помещение, только уже 4-го блока. И вот когда мы вошли на 4-й блок с Сашей, то в свете наших фонарей мы рассмотрели вот этот, тот именно вот проем, откуда валил пар. Причем провал был такого характера, что он не туда провалился, а его назад вот выдавило снизу. Значит, далее мы подошли к 406 коридору, который соединяет одно 402 помещение ГЦН с другим 402. Что здесь было в этом? Во-первых, темно. Потом, значит, тут вот проходят короба кабельные. Эти кабели висели, пластикат был вот как-то так. Потом какие-то строительные конструкции. В общем, это было что-то жуткое. И идти было, ну как сказать, ну не то, что страшно, но просто нужно было предельно осторожно. Я вот это подсвечивал, говорю, Саша, кабель там не касайся, потому что мало ли чего, он мог быть под напряжением. По 406 коридору мы дошли до другого помещения, 402, где потенциально мог находиться Валерий Ходимчук. Что мы видели? Во-первых, вот этот проем, 402, здесь было какое-то нагромождение, то ли короба, там, кабели, трубопроводы, ну, то есть через него ну, как-то невозможно было просочиться. Но мало того, что здесь, вот, за этой кромкой, да, там, где 402 началось, тут был, в общем-то, провал, проем, там не на что было вступить. У нас не было другого выхода, как мы начали кричать «Валера, Валера, Ходимчук». То есть мы кричали, пока там не охрипли. Ну, покричим, потом прислушаемся. Там вот через этот шум продолжался, вот что-то там, местами там пар прорывался, вода еще где-то сливалась. Мы старались прислушиваться, но тщетно, они так и ничего не смогли услышать. Смотрите, вот эта лестница, да, там вот сверху ремонтники хранили оснастку для ремонта ГЦН, там еще какое-то оборудование у них там было. Вот. И вот по этой лестнице сначала я поднимался, потом мы с Сашей поднимались, и вот с этой кромки мы смотрели на вот это 402 помещение, тоже там кричали «Валера, Валера», но наш крик заглушали там вообще какой-то непонятный шум, откуда он был, и струи льющейся воды. Ну что, картина, конечно, была страшная и печальная, потому что перекрытия на 402 не было, этой стены не было, было разрушено. Уровень масла в верхнем масловании двигателя. Там внизу нижнее маслование. Потом, значит, в это помещение 435, в этой стене, вот где-то была проходка. Ну, что такое проходка? Ну, обыкновенное отверстие, да, там небольшого диаметра оно было, ну, максимум 50 миллиметров. Ну, сквозь которую там, может быть, планировалось либо кабель завести, либо какой-то трубопровод небольшого диаметра. И мы в эту вот проходку там кричали «Валера, Валера», старались заглянуть в 435-е помещение, но, к сожалению, все было тщетно. В середине этого 406-го коридора есть лестничный марш, по которому можно спуститься вниз. Мы пошли на эту лестницу, в свете фонарей мы спустились на 9-ю отметку. На 9-й отметке уже было очень тихо, как будто бы вообще ничего не произошло. Ни пыли, ничего. Вот. И здесь на 9-й отметке
располагаются двери в 305-е помещение. 305-е помещение – это подаппаратное, подреакторное помещение. То есть там, где располагается низ реактора, это схема S, которая по-другому еще крест называется, и идут там в нижние водяные коммуникации. Вот, мы с Сашей подошли к дверям этих. Они, видите, такие огромные, массивные, их вручную открыть просто невозможно. Да и не нужно было открывать ни в коем случае никогда. Они электрифицированные. Прислушались. Но никакого подозрительного звука мы оттуда не услышали. Это вот с одной стороны. Вот там с противоположной стороны точно такая же дверь. Но все было как бы тихо, спокойно и ничего не напоминало такие огромные масштабы аварии. Но в то же время было какое-то чувство, вот, да, хоть там тихо было, ничего не доносилось, было какое-то чувство, что вот лично у меня, что там что-то там нехорошее. Вот. Затем мы спустились еще на отметку ниже, то есть с 9 мы спустились на отметку +6. Так, регенератор охладитель. Вот это 211 помещение. Вот оно. Ну, его сейчас нельзя открывать, да? Да, но он законсервирован. Даже с аншлюзом. На этой отметке располагаются регенераторы системы продувки и расхолаживания. Это помещение было открыто где-то на 30% вот так вот распахнуто. И там виднелся регенератор. Ну, регенератор это такой многосекционный теплообменник. Такой красивый, казалось бы, красивый, из нержавейки. Вот. А по бокам его фланцы. С этих фланцев со свистом вырывался пар. То есть там еще была достаточная температура и столб воды, что поддавливало, и под давлением пар вырывался. Потом, значит, мы пошли на лестницу, которая ведет еще на нулевую отметку. Мы с Сашей Юбченко по этой лестнице спустились до половины, вот там вот есть вот площадка. Вот. Прислушались, там была абсолютная тишина. То есть, если на 12-й отметке там страшно было смотреть, все разворочено, пыль, пар, то там было тихо. Мы постояли, прислушались, насоса работав не было слышно. На лестницу мы спустились, но дошли только до половины, потому что там вообще была кромешная тьма, и наши фонари уже как бы, ну, начинали очень слабо светить, потому что, думаю, сейчас мы туда спустимся, фонари вообще сядут, и мы ничего там не увидим. Да, и долго здесь, пожалуйста. После того, как мы с Сашей сходили на 4-й блок, это был наш первый заход искать, мы, значит, с Сашей спустились сюда, дошли в транспортный коридор 3-го блока, вот там вход в транспортный коридор, и там калитка, которую можно открыть и выйти на улицу. Мы вышли на улицу, вот, чтобы зайти в сторону 4-го блока и посмотреть с улицы, что же там видно, что бросилось в глаза. Там, где были ГЦНы, там стены были... Ну, не было, в общем, стен, они просто рухнули. Вот. И снизу темно было, плохо же было видно, но так вот вверх только ГЦНов просматривался, двигателей. Когда мы вышли, подальше от блока отошли, и я глянул на центральный зал 4-го блока, вот как бы вам сказать, картинку нарисовать. Можно вашу? Вот представьте, что блок В, вот здесь вот труба. Ну, труба, вот, которую мы привыкли видеть 4-го блока, вентиляционная, да? Вот. Так вот труба. А здесь вот так вот чуть ниже располагался центральный зал, вот корпус. И вот корпус центрального зала был вот так вот разрушен.
оттуда было свечение, но свечение было равномерное. То есть оно вот не было таких вот перлов, или как вот костер там горит, а было равномерное свечение. Вот. И тогда вот сразу закрались мысли. Неужели это все разрушено? Да было это просто ужасно видеть. Вот это вот мы один раз вот сходили, да, с Сашей Ювченко. Позже, я не помню, там, через которое время, там, через полчаса, через 40 минут, уже Саша Ювченко приходит с перевозчика. Вот. Ну, мы еще раз пошли туда, вот сходили по тому же маршруту Валерия Ходимчука. Ну, говорю, кричали там до хрипоты. Приказ искать Ходимчука никто не отменял. Нет работника, значит, нужно искать. И нам опять предстояло идти на 4-й блок, 3-й раз по тому же маршруту. Но в половине 4-го или ближе к 4 Ювченко нам сообщил, что идти не нужно. Перевозчик смог пробраться в 435-е помещение. Как он это сделал, Саша пояснил. Значит, Валерий Иванович нашел доску, что-то подкладывал, переползал. И он сумел попасть в 435-е помещение. К сожалению, Валеры Ходимчука там не оказалось. Конечно, то, что он сделал, это с его стороны это подвиг. Ведь такая опасная операция в экстремальной ситуации, это темно, когда еще сверху льется вода, когда под тобой провал и большая вероятность, опасность упасть вниз. Да, это нужно отдать должное Валерию Ивановичу. Значит, после первого посещения 4-го блока мы, операторы пошли, приняли душ и переоделись. После второго захода на 4-й блок мы сделали то же самое. То есть тоже приняли душ, переоделись. Возможно, это одна из причин, почему вот ни у меня, ни у Евдоченко, ни у Москаленко потом не было радиационных ожогов. В 4 часа 40 минут приблизительно по распоряжению начальника смены блока Юрия Багдасарова мы, операторы ГЦН 3-го блока, переместились на БЩУ, потому что наше помещение было максимально приближено к 4-му блоку, ну и находиться там было как бы очень, не то что тяжело, а радиационно небезопасно. Вот приблизительно здесь стоял стол, возможно, этот или в этом месте стоял стол начальника смены реакторного цеха Перевозченко, а за ним, за столом, лежа, распластавшись на столе и держась за живот, как бы в таком состоянии я увидел Сашу Ювченко, Сима нашего. Ему тогда было очень плохо, его очень сильно тошнило, ну просто выворачивало. Вот. И когда он сидел вот с этой стороны, я видел хорошо, что на левой руке, здесь на левой руке и на левой лопатке у него были черные, такие темные пятна, как будто бы измазаны сажей. Но уже впоследствии уже сделал вывод, что это было не что иное, как графит, очевидно. Вот. И как показало потом время, в тех местах, где у него были эти черные пятна, впоследствии были очень сильные радиационные ожоги, с которыми он боролся, в общем-то, до конца своей жизни. И мне начальник смены реакторного цеха Перевозченко сказал: отведи в медпункт, который располагался на АБК-1. Конечно, я сказал под козырек, и мы с Сашей пошли. Но Сашу Ювченко нужно знать, во-первых, его физические данные. Во-первых, это под 2 метра ростом, может быть 1,90 м, и, соответственно, вес. И мой вес, который в 1,5 раза меньше. И когда мы шли с Сашей по золотому коридору,
ему было очень плохо. Он регулярно останавливался. Вот здесь подоконники мы проходили, облокачивался на них, его тошнило постоянно. Вот эта тошнота его подкатывала к горлу, а по сути дела там рвоты уже как таковой не было. Потому что уже все, что было можно вырвать, уже было вырвано. Кое-как, наверное, с Богом помощь, мы дошли до санпропускника АБК-1. И я его отдал там другим людям, которые передал, которые там уже ждали и отвели его в медпункт. А сам пошел назад на работу. Я, значит, попросил вот тогда, все-таки спросил разрешения Багдасарова, чтобы позвонить Фащевскому. Номера телефонов здесь были, я позвонил Фащевскому, трубку взяла его жена Татьяна, она долго не могла понять, что же я от нее хочу, говорю про какую-то аварию, прошу зачем-то разбудить жену, представляете, около 5 часов утра. Наконец, я ей объяснил, чтобы она разбудила мою жену, и чтобы жена брала дочь, и по возможности, или на теплоходе тогда была ракета ходила, либо на поезде, который Хмельницкий-Москва тогда ходил, чтобы они уезжали. Она, конечно, разбудила мою жену, но никто же никуда не поехал. Как такое может быть, как жена, например, могла оставить там мужа где-то на работе и вообще непонятно, что когда делается. После того, как я поговорил с Татьяной, трубку взял сам Константин Фащевский. И когда я ему начал объяснять по поводу аварии на 4-м блоке, он тоже долго не мог понять, как это так, блок разрушен, блока нет. И в итоге он мне сказал такую фразу, что, говорит, перешли на азотное охлаждение, на что я ему ответил, такую фразу, я говорю, Костя, я боюсь, что охлаждать уже нечего. В ту ночь появилось такое мандражное состояние. Я не хочу сказать, что мысли там путались, да, а сам организм, понимаете, как сжался, как в комочек такой. Но в то же время там осознавал, что что случилось, и к выполнению своих этой работы, которая нужна была именно по работе, или, например, там в поисках Валеры Ходимчука, это без вопросов все очень трезво расценивалось. Но я потом, когда спустя какое-то время, может быть даже годы, я начал, что же такое со мной было? Я чувствовал, что у меня какая-то блуждающая улыбка, да, и я не могу понять, что это. В 6:30, это 6:30, по распоряжению НСП Багдасарова Юрия, мы перешли в бомбоубежище. К тому времени здесь стояли столы рабочие, несколько столов. За одним из них сидел Шкурко Владимир Дмитриевич. И на то время он принимал, не то что руководство, а обобщение какой-то информации. Нужно было именно собирать информацию, что, где, как, чтобы, например, то, что видели мы или то, что видел кто-то, не шли, не проверяли другие. Назарковский нам выдал по листу бумаги и сказал писать объяснительное на имя начальника цеха Коваленко Александра Петровича, начальника цеха реакторного цеха 2. Вы писали эти листы бумаги. Я сразу первое, что бросилось в глаза для меня, объяснительное. Я еще подумал, в чем я виноват?
Да, ну в самом деле объяснительное. В чем я виноват? Ни в чем. То, что бегал или мало бегал по 4-му блоку. Ровно в 8 часов утра мы вышли из бомбоубежища для того, чтобы в дальнейшем сесть в автобус и чтобы нас отвезли там домой по домам. К этому времени, к сожалению, мы не дождались своей смены операторов, чтобы рассказать, передать на словах, где мы были, что мы видели, и чтобы они повторно не ходили там по нашим стопам. Вот. Вместо автобусов нам сказали, чтобы всем идти в медпункт, который располагался в вестибюле или в фойе на первом этаже АБК-1, там в конце. Вот. Мы пошли, и все сквозной смены это тех, кого не увезли в медсанчасть к тому времени, сдали кровь на анализ. Говорят, это были самые правильные, правдивые анализы крови, вот, ну, которые сразу берутся. И когда мы выходили оттуда, здесь под козырьком плотной группой людей стояли работники смены, которые приехали на работу, но всех не пускали. Не пускали, очевидно, по той причине, что все не нужны и чтобы люди не переоблучались. Вот. И когда мы выходили буквально в колонну там по одному, вот мы протискивались. И когда я выходил, среди этой колонны был Саша Зеленцов или Александр Николаевич, руководитель нашей Промень 5-2. И вот он мне кричал, что с Валерой Ходимчуком, что с Валерой Ходимчуком. И после этого, не сразу, где-то в 10 часов только подогнали автобусы, и мы поехали домой. Когда вы, получается, уже потом сели в автобус, поехали домой в Припять, в городе, какая была обстановка? Из окна автобуса вы же все видели? Значит, ровно в 10 часов мы сели в автобус, посадили, и вот мы ехали по дороге, которая вот проходила там мимо рыжего леса. Да? Автобус, ну они, наверное, тогда уже знали, автобус, может быть, водители предупредили, чтобы они там проезжали быстро. Ну, в общем, ехали. И смотрите, какая картина, вот когда мы поднялись на мост через железную дорогу, и здесь мы спускаемся, с левой стороны стадион. И что я увидел? На стадионе бегали, играли, там гоняли мяч в футбол. Но тогда вот матч должен состояться был. Ой, знаете, как вот у меня вот было? Мне хотелось там выбежать из автобуса и закричать: ребята, идите домой, по домам, вы что? Что вы делаете? Неужели вы не видите, что уже тогда начинали там или мыли улицы, то есть ездили поливалки? Ну, видимо, некому было сказать. Но мне именно было жалко ребят тех, которые там играли. Потом ехали, и видел я вот коляски, дети бегали, мамы там гуляли. Ну, состояние было такое вот у людей, что они были не в курсе, они как бы не знали об этом. Да, продолжалась там обычная жизнь. Когда пришли домой, какие были ваши действия? Возможно, какую-то профилактику провели или что вы делали, понимая, где вы находились? Значит, когда я пришел домой, то меня там встретила жена. Я, во-первых, сразу ей сказал: расстели, пожалуйста, половую тряпку здесь перед входом, мокрую. Потому что нужно было там обувь там вытирать там и все. И вот верхняя одежда, если я не ошибаюсь, вот в которой я пришел, я вот эта вот куртка, я тут ее у порога и оставил там.
Понятно, И что джинсы там тоже, ну не говоря уже об обуви. все очень грамотно, да, сделано. Да. Потом ей сказал там все закрыть. Жена на меня посмотрела, сделала вывод, что я, то есть, себя там плохо чувствую, потому что лицо у меня было такое красное, глаза красные, нос не дышит. Я просто слышала, очень многие, вернувшись домой, выпили 100 грамм для профилактики, чтобы вывести радионуклиды. Ввиду того, что я занимался спортом, в доме спиртного вообще не было. Не хранилось никогда. Жена, зная об этом, ну, она говорит, да, вот тебе вот надо выпить. Она пошла в знакомый соседний подъезд, принесла бутылку самогона, вот. Там налила там 100 грамм или сколько, не знаю, я там пил, не пил, но ничего не идет, как бы не лезет там в горло, есть ничего не хочется, пить ничего не хочется, ну, там супчика что-то похлебал. Вот, а вечером нужно же было опять ехать на работу. То есть вы поехали снова на Жена смену. говорит, может быть, ты не пойдешь, там это, она говорит, ты посмотри на себя. Я же говорю, ну как я не пойду, я же вот, надо же. В общем, мы сели в автобус опять с Сашей Москаленко и опять приехали на работу. Приехали на работу, на АБК нас пропустили там. Мы вошли опять в бомбоубежище, где координационный там этот центр был. Шкурко Владимир Дмитриевич посмотрел на нас, мы же такие, глаза, горло, состояние там красное. Говорит, пойдите в медпункт, пусть вам дадут что-нибудь выпить. От вашего впечатления, как он сказал. Вы, говорит, под впечатлением. Мы пошли. Она нам посмотрела, с нами поговорила, медсестра, которая там была, быстро отвела нас, даже сопровождала в скорую помощь, и нас отвезли в медсанчасть. Вы попали в медсанчасть, какую вам первую помощь там оказали? Ну, во-первых, нам сказали, так, одежду туда, все снять, померили, мыться, там уже досконтроль был. Мы мылись там долго, упорно, я не помню, там в шампуне, мыло, что там было, может быть, вплоть до пасты защита. Помылся, тебя померили, опять мыться, и там мылся, я говорю, от защиты, вот уже вот там кожа вся красная, уже что там стирать можно до дыр. Ну ладно, там пропустили. И потом, значит, уложили, поставили капельницу, и после вот этой вот капельницы, когда вот стало очень хорошо, я вот тут вот подумал, что же я тут делаю тогда? Сразу в бой захотелось снова, да? Ну, то есть очень сильно полегчало. Ну, капельница-то что-то вот промыли печень, промыли кровь. Ну, так вот, сразу полегчало. Когда мы уже там, нам сделали капельницы, нам стало немножко лучше. Мы собирались в какие-то общие группы и обсуждали, что это было. Естественно, первая версия, которая была, это запаривание ГЦН. То есть включили по 4-му ГЦНу, в результате перешло теплоноситель, его состояние стало пароводяное, что на всасе, что на выхлопе с ГЦН, и отсюда кавитация насоса, отсюда запаривание насоса. То есть, по сути дела, насос перестал быть насосом, перекачивать. Или перекачивал в более меньшем объеме. Но все же, насколько я понимаю, потом врачи, когда приехали из московской клиники, определили, что вам необходимо туда ехать, да, чтобы продолжать дальнейшее лечение. Сначала первую партию же отправили, самых-самых тяжелых. Очевидно, это были большинство пожарных. Вот. И нас уже отправляли основную, большинство, вторую партию. Я помню, это было в котором часу, может быть, в 10, может быть, в 11. Часов-то не было, часы-то остались там, все.
нас же раздели. Жена пришла, я не знаю, кто ей сказал. Удалось попрощаться с женой? Да, она пришла к автобусу, у нас же не один автобус, не помню, там 2, 3, 100 с лишним человек. Я помню, мы стояли в автобус, на Икарус это был автобус, вот, и была жена, я, и еще разговаривал Витя Проскуряков. Вот, Витя Проскуряков, он в момент аварии был на БЩУ-4, он на тот момент стажировался с Сашей Кудрявцевым на Сиоров. Желать присутствия их должно было желательно. И вот, когда это все случилось, их Анатолий Степанович направил там сбрасывать защиту вручную. Хотя потом, как говорил Анатолий Степанович, да, что это он считает уже своей подумал своей ошибкой, вышел в коридор, и они уже убежали, хотел их вернуть. Вот. И вот стоял Витя Проскуряков, и я тут вот сразу обратил внимание, какое у него загоревшее лицо. Вот я был там красный, у него еще более загоревшее. Там так, неважно себя чувствовал. Те, кто вас встречал потом, этот самолет в Москве и сопровождал, они уже были в каких-то средствах защиты, понимая, с кем им предстоит общаться? Когда вот приехали, там вот автобусы, да, подогнали прямо к трапу, да, так же было. Вот, и я обратил внимание, что вот водитель, сестры, или врачи там были, вот они уже все в полиэтилене, это специальный полиэтилен, там фартуки, как для работы или как с радиоактивными веществами. Вот. То есть они были экипированы. Мы тогда так как бы с ухмылкой обратили, думаем, чего это они? И только вот спустя вот время, вот так вот, которое прошло, ты понимаешь, насколько мы были грязные, что потом обшивку в самолете после нас всю сорвали, не говоря уже об автобусах. И правильно, что сестры и врачи нас, которые были там, встречали, там были экипированы. Но я вот представляю, сколько этим сестрам, вот как вот они же у нас там по несколько раз анализ в день брали крови. Потом постоянно там работа там с нами, там таблетки приносили, то-то приносили, там то-то, там больной, что тебе, вот как с нами, как с детьми, потому что мы, как бы плохо себя чувствовали. Вот какую дозу они вот взяли. Вот так вот. Да, это тоже подвиг, однозначно. Да. А вы сейчас сказали, что обшивку там снимали и многое там утилизировали после вас. Я слышала еще такую ситуацию, что вы когда приехали и ждали, пока вас разместят, то посидели там на лавочках или на бордюрах, и после вас тоже все это пришлось так и было. Снимать. Дело в том, что когда мы приехали, вот автобус нас привезли в 6-ю клинику города Москвы. Вот, нас же не сразу же завели приемный покой там, или в приемное отделение, потому что нас это было там долго оформлять, там фамилию, имя записывать, потом распределять в зависимости от самочувствия по отделениям, по этажам. То есть это заняло какое-то время. И мы там на определенном пятачке как бы ходили, там топтались около 6-й клиники, то есть каждый там ждали свою очередь. Вот. Нас же там не только принимали там приемный покой, нас привезли из Припяти хоть и уже в полосатых одежде, больничной, но здесь опять нас переодевали там и давали там кому не досталось, вплоть до женского... Ночнушек, да? Да, ночнушек. Так то вот место, где мы вот сидели, топталось на скамеечке, на асфальте, нас же потом вот обслуживали, не знаю там сколько, рота, взвод, солдат, срочные службы. Так потом вырубили этот асфальт. Солдаты эти, да? Да, вырубили. Солдаты рубили. И перекладывали все. Перекладывали, переасфальтировали. А был ли дозиметрист в 6-й клинике, который бы оценил уровни?
Да, денсиметрист был. И вот он нас ходил там, мерил. И у него был прибор. Очевидно, это был, возможно, самый мощный прибор, которым нас можно было померить. Я единственное, что вот помню, да, предел измерения там шкалы 3000. Вот он с головы начинает вот палочку мерять. Даже не знаю там, почему он мерил. По гамма, по бета, не скажу. Ну не по альфа же, естественно. Больше 3000 голова. Щитовидка больше 3000, грудь больше 3000 там. Район там печени больше 3000, ноги там больше 3000. Все, в журнал записали, так каждый день. А чего 3000, каких единиц? Я не знаю, но это самый мощный прибор, там, который у них был там. А с кем вы лежали в палате в 6-й клинике? Вот когда в 6-ю клинику, значит, я попал в отделение кардиологии. Первое время я попал, это был, с Игорем Симоненко, Игорь Викторович, потом Олег Генрих, оператор центрального зала 4-го блока, и Витя Косарев, это как малолетка, юноша из Припяти, которому на момент аварии исполнилось 16 лет, который там получил ОЛБ 2-й степени, как он ее получил. А интересно было, он пришел просто посмотреть, что было. На станцию? Да, пришел на станцию. Ну, не на станцию, там где-то смог дойти туда, куда смог дойти. Через забор, наверное, выглянул. Да, там же периметр огорожен был. Периметр атомной станции контролировался очень четко. Там стояли прапорщики, которые, там мыши не проскочат. А удалось ли вам в клинике встретиться с товарищами, которые потом погибли? Мы встречались с теми, кто смог, первое время же мы довольно там свободно могли перемещаться. Витя Смагин там часто приходил, видел, и Шкурко, и другие. Когда расселили и уже ограничили нас в перемещениях, то есть в начале мая, то с Игорем Симоненко посетили мы Сашу Кудрявцева. Он тогда лежал, это, естественно, для самых тяжелых, изолированные палаты, куда вход был только строго ограничен. Мы переоделись, маски, бахилы, с Игорем Симоненко посетили Сашу Кудрявцева. Саша Кудрявцев, несмотря на то, что он был там в бинтах от ожогов, уже тяжело дышал там, тяжело было видно разговаривать, но он был полон оптимизма, еще искорка в глазах была, и что говорит, что у него был доктор Гейл, что он с ним разговаривал, и даже что разговаривал с ним на английском языке. А уже после возвращения вам удалось посетить свою квартиру, забрать какие-то вещи? Да, конечно. Не сразу, естественно. Наверное, в октябре уже был у нас завоз, там буквально ограниченный во времени, для того, чтобы мы взяли документы. Нас на КПП, я не помню, как мы ехали, возможно, через Полесское, нас переодели, одежду нам выдали, там темная, черная, синяя, вот такая. Потом это маски обязательно, бахилы, перчатки, выдали мешки полиэтиленовые для того, чтобы мы вещи были взять. И что было там взято на первый момент, естественно, это документы, там, у кого были ценные вещи, фотографии, такое все ограничено. Я не знаю, сколько это по времени там продолжалось, но буквально там быстро. Быстро надо было. А на КПП обратно проверяли это все на радиацию? Да, это был первый заезд, потом, второй заезд, нам разрешили там тоже съездить на ограниченное время, уже можно было там взять альбомы, может быть, еще там чего-то, какую-то мелочевку. И
как-то на КПП стоял же дозиметрический контроль. Дозиметрический контроль, который там мерил радиоактивную загрязненность вещей, которые люди вывозили из города Припять. Ну, это были собственные вещи, пусть те же фотографии там и все. И вот доза, не доза, а загрязненность должна, например, там я по цифрам не помню, вот определенно вот такой вот величины иметь. А я подхожу к дозиметристу, говорю, померяй у меня что от груди. Он померил и говорит, ну да, у тебя там, в общем-то, фон от твоей груди превышает значительно разрешенный для вывоза вещей доз. Ну вот так. Вам нельзя было. Я с этим жил, ходил. Улица Гидропроектовская, дом номер 1. Пошли, Александр, домой, пошли. Выпьем по 100 грамм. Пошли. Список квартиросъемщиков. Сейчас мы попробуем, сейчас свою фамилию попробую найти. Где-то вот здесь в середине должна быть. Прописка в паспорте стоит. Припять, Гидропроектовская, 89. А вот это внизу написано «стенка». Это значит то, что у нас осталась стенка. Ой, Александр. Ну покажи мне первое ощущение. Ой. Пройди чуть-чуть. Ой, Мирелла или Изабелла. Как ее звали? Анна, Джорджанна. Джорджана. Хорошая была мягкая мебель, просто отличная. А кресел нет, ты заметила? А посмотри, в том ящике должны быть диски остаться. Ничего. Да, конечно, разобрано. Немножко. Это когда-то была электрическая плита. Это мойка. По-моему, у нас кухня Золушка называлась, если не ошибаюсь. Была под деревом. Тогда очень популярная была под деревом. 10 лет назад, когда мы приезжали сюда за документами, вот, на этом месте я фотографировал Наташу. Она была еще в респираторе, в спецодежде. Обратите внимание на обои, вернее, это обклеено клеенкой. Это мы клеили с Сашей Кудрявцевым, он мне помогал. Анютина комната. Если там осталась мебель, то в Анютиной комнате даже никакого шкафчика, ничего, даже софу не оставили. Ни одной игрушки нет. Да. Без комментариев. Вот в тот день, 26 числа апреля, Аня стояла у этого окна, и перед ее глазами открывался печальный взор. Горел 4-й блок. Отсюда хорошо видно Такое было зарево. станцию, но сейчас просто немножко Туман, туманно. дымка. Ну вот, Наташенька, ощущение, конечно, не из приятных, но уже нет той боли в сердце, которая была когда-то, 10 лет назад. Все. Время стирает, к сожалению, все. В 96 году, когда мы уже приехали из города Москвы, потом прошли якобы там реабилитацию, ну что делать? Нам нужно было, там, сказали, там, ребята, устраивайтесь, типа, там, на работу, там, если хотите, хотите, не работайте. Ну, а как не работать? Тогда, значит, на что жить? Да тем более вы без ничего остались. Да, без вообще. ничего. Это не одежда, не обуви, не в ну, да, мебели. квартиру там дали, да, на троих. Но в квартире там ничего не обставлено, спать не на чем, готовить нечего. Ну, вот пошел работать. Значит, поработал сначала в Зеленом мысе
кочегаром котельной, отапливал Зеленый мыс. Вот. Затем перешел работать как-то заведующий общежитиями, то есть сделал расселение по новым корпусам, когда там корпуса вводились в эксплуатацию. Ну а затем уже перешел работать заведующим сауной. Ну это было самое лучшее. Вот. А потом, значит, в Зеленом мысе организовали СИЧ. И я туда тоже ходил, там посещал. Вот. Ну, естественно, сначала там один прибор был, потом еще там чего-то привезли, еще привезли чего-то. И меня всегда приглашали туда для контроля, для настройки приборов, для калибровки своих приборов. Что они показывают, что они показывают. Они звонили мне в сауну или вообще там заходили, говорят, ну приедете, пожалуйста, мы вас померяем, посмотрим, даже ну приедете, пожалуйста. На станцию вы еще возвращались после уже аварии, ну, и в плане работать вам еще приходилось? Возвращался. Слава Богу, меня там приняли, там в зале, устроили на свое старое рабочее место, то есть старшим оператором главных циркуляционных насосов третьего блока. Вот. Но я походил, поработал немного совсем, и я почувствовал, что вот тяжело мне, ну тяжело в каком плане? Горело не только глаза, но и стало пешить горло, нос отек. То есть вот от этого бета, вот люди, которые, пусть они, может быть, эту всю школу не прошли там, да, может, помоложе там, оно, может, это все восстанавливается, и ты к этому, к бета там привыкаешь. Но вот когда я ввелся, ну тяжело. Вот представляете, что вы нахватали там зайчиков от сварки. Вот как у вас себя будут чувствовать глаза? Понятно, да, они уже поврежденные. Вот так, да, вот так вот все лицо горит и глаза пекут. А в 2005 году, вот, когда впервые попал после долгого перерыва на станцию, то, знаете... Подождите, там снимать нельзя. Это самое. Смотришь на приборы, которые показывают нули, смотришь на насосы, которые стоят, смотришь, в общем-то, ничего не крутится, не вращается, шум не идет. Ну, такое ощущение, что ты попал как будто бы на кладбище. Как вы считаете, в чем причина того, что вы, несмотря на то, что были в таких опасных местах, нахватались очень много радиации, по крайней мере, не меньше, чем многие другие, и тем не менее, вот вы сейчас передо мной сидите, такой позитивный, на мой взгляд, здоровый человек. В чем секрет? Ну, Людмила, я даже не знаю, как это сказать вам, объяснить. Ну, вот смотрите, на момент аварии или там за месяц до аварии в Припяти было закрытие лыжного сезона. Это именно 24 марта, как сейчас помню. 24 марта мы закрывали лыжный сезон, бежали 20 километров. Но я занял 3-е место. Ну, если учесть, что 1-е место это был мастер спорта, то есть это вне конкуренции, я был 2-м. Ну, вот так. Вы спортсменом были, да, получается? Да. Лыжи, велосипед, бег. Ну, здоровый образ жизни в целом. Ну, да, старался. Ну, человек, мы же не безгрешный. Поэтому... Понятно. Но все равно, мне кажется, еще важен ваш позитивный настрой. Вот это тоже создает какой-то иммунитет внутри человека и помогает ему. Да, ну и сейчас вот полгода там живу на свежем воздухе, рыбалка, велосипед. Опять же зимой лыжи, правда уже горные лыжи. Ну, вот так что, друзья, приобщайтесь к горным лыжам. Это здорово. Тогда на позитивной ноте мы закончим этот разговор. Я очень вас благодарю и за знакомство в целом, и за то, что вы поделились. Спасибо, Людмила. Очень приятно было с вами общаться.